Приехал я на Диро уже в следующий раз. На открытие ничего не получилось взять. Виталик взял. У меня не получилось. Нашел время, вот вырвался еще. Как раз были дожди. И вот сегодня солнышко. Только приехали, на парковке уже 2 машины стояло. Может быть, несколько охотников с одной машины уже ушли. А вторая машина собирался тоже. Но мы быстрее собрались, двигаемся просматривать места. Будем просматривать, как всегда, каньоны, возвышенности. Ну и все. В принципе, как-то такой процесс будет. Осталось только найти Диро. Вперед. В Орегоне открывается несколько видов сезонов на мул-оленя. Арчери, то есть луга. General Season, который является основным, где можно просто купить лицензию любому человеку. И Control, что означает контролируемый. На Control все лицензии играются лотерейным способом. Вы подаете заявку, платите примерно $8 и ждете результата. На все эти сезоны выделяются разные территории. На Control выдается меньшее количество лицензий. Соответственно, и охотников будет меньше. Значит, и шанс получить животное больше. Да и популяция обычно на Control территории выше. Местность, где мы охотимся, является Control, которая включает в себя популяцию свыше 3000 мул-оленей. Все, идем на вечер. Уже начали подъем. С утра мы прошлись. И ничего. Ну, подняли только коз. И все. Мы уже не стали их снимать на видео, потому что здесь как бы это не такая уж редкость. Видео у меня есть. Этих коз очень много. Также вы увидите и в этом видео этих коз полно. В общем, поднимаемся. Сейчас будет небольшой маршрут наверх. И будем двигаться вдоль реки. В том направлении. Вот. Видно, идет каньон. И поверху каньона пойдем туда, несколько миль. Ну и все. Сейчас вечерок. И они должны идти на водопой. Сегодня было довольно-таки тепло. Градусов 20, наверное, тепла было. Поэтому после лёжки, после хождения их, они будут идти пить. А мы будем их встречать. Все, вперед! Преодолев подъем наверх, мы прошли еще минут 10 пути и обнаружили лежащего самца мул-оленя, который имел 4 отростка. Это был хороший вариант на мясо. Дистанция составляла 440 ярдов, что примерно 400 метров, и угол -2. Было принято решение стрелять, сделаны расчеты и введены корректировки. Также имелся сильный ветер, который усложнял задачу. По правилам штата Орегон разрешается стрелять самца любого, у которого есть видимые рога. В результате я совершил промах. На это повлияло несколько причин.
одна из каких была неправильные расчеты скорости пули. После я пристрелялся и устранил эту проблему. Все, идем ложиться спать. Не видно, правда, ночного неба. Красота просто, звезды. Палатку уже подготовили. Будем сейчас ложиться спать. Доброе утро. Проснулись, чай попили. Ну, уже начали подниматься, вон машина внизу. Мы сразу от машины, от нашего лагеря, и пошел подъем наверх. Подъемчик такой крутой. Ну, как бы один из таких быстрых маршрутов, чтобы подняться сразу вот сюда, где я вчера смазал. И будем идти смотреть. Спалось, конечно, прохладненько. Плюс, не знаю сколько, плюс 8, наверное, было ночью. Холодно. Ну, под спальником хорошо. В принципе. Холодно, когда вылазишь с утра. Надо одеваться. Потому что если одетым спать, не очень комфортно. Ну, короче, как-то так. Вперед за трофеями. Наступил второй день охоты. На протяжении всего дня мы вели активный поиск оленя. Но так и не удалось нам обнаружить ничего из того, что можно было бы нам стрелять. Два солнца. Олень-мул – это тип копытного млекопитающего, принадлежащего к семейству оленей. Это животное эндемично, то есть встречается только там и нигде больше. Для североамериканских земель есть два подвида оленей-мулов, которые можно найти в западных частях Северной Америки. Олень-мул может выживать в различных местах обитания, но обычно он обитает в открытых засушливых скалистых районах. Популяция оленей-мулов является большой и стабильной. В штате Орегон обитает свыше 165 тысяч животных. Олень этого вида может достигать длину до 2 метров и весом до 150 килограмм. Мужские особи имеют раздвоенные рога, которые состоят из нескольких сегментов. Олени-мулы сбрасывают рога каждый год в течение февраля. Почти сразу новые рога начинают расти. Олени данного вида обладают отличным ночным видением и способностью обнаруживать движение хищников на расстоянии 600 метров. Их обоняние сильнее человеческого в 1000 раз. Беременность длится около 200 дней и заканчивается рождением 1 или 2 оленят. При рождении детеныши очень маленькие. Они весят всего от 2 до 4 килограмма, однако быстро растут на жирном материнском молоке. Молодые животные остаются с матерями до возраста 1 года. Олени-мулы достигают половой зрелости в возрасте 2 лет. Третий день мы вышли раньше, чем обычно. При подъеме еще было темно. И когда мы были уже наверху, солнце еще не успело взойти. И наконец мы нашли то, что так долго искали. На возвышенности стоял очень хороший трофейный бак, то есть самец мул-оленя.
Было очень тихо, и ветра практически не было. Я сделал расчеты, вел корректировки и был готов к выстрелу. Вот он, бак. Смотрите, дорогая. Это просто трофей. Шикарный трофей, ребята. Фу. Сейчас дотащу его, буду разделывать. Ну все. Спустя столько усилий и труда получен долгожданный трофей. Честно сказать, я на такой экземпляр не рассчитывал. Просто класс. Очень классно. Конечно, потрачено очень много времени на это все. При открытии я видел вот таких вот рогачей. Мы когда с сыном шли, было таких 2 штуки. Примерно. Может быть, чуть меньше отростков были, но хорошие тоже. Они были на приват территории, то есть на частной. Тут территория отделяется, где идет публичный, public land называется, и private property, то есть которые идут именно частные. И я туда не стрелял. В этот раз вот мы вышли, и стоял вот такой вот красавец. Взяли мы его на 400, сколько там, сейчас даже скажу точно, потому что все корректировки, которые я совершаю выстрелы на дальней дистанции, я делаю расчеты обязательно, потому что на такие дальние дистанции уже как бы, ну, если ты знаешь свой райфл, можешь так расчеты делать без программы, стрелять по оптике. Я вводил поправки, то есть получается 443 ярда, примерно 400 метров дистанция, и уклон составил 2 градуса. Ветра не было. Ну, все классно. Попадание пришлось в область, получается, лопатки. Чуть-чуть за лопаткой, с этой стороны. В общем, бойная зона. Пораженные были легкие, и животное пробежало метров 70 и легло сразу вниз. Вниз бежало. Это свидетельство о том, что попадание было уже смертельное. Охотился я с калибром 6,5 Creedmoor. Это мой райфл. 25 крат увеличение. 56 одна линза. Вот такой результат. Очень приятно, конечно. Особенно, когда ты вкладываешь столько времени, столько труда. На самом деле местность очень тяжелая, горная, каменистая. Очень тяжело. Очень тяжело охотиться. Но есть и плюсы. Ты можешь на дальней дистанции посматривать. Животные еще тебя не услышат, а ты уже можешь его увидеть. Все, будем сейчас стаскивать его к машине. Собираемся и едем домой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Такой результат. Прекраснейшее Божье творение.
слава богу, я дошел. Я дошел. Я преодолел. Я не знаю сколько километрах, но это было много. Это было вот эти скалы все. Я по этим скалам тащил вот эту тушу. Я не знаю, сколько он весит. Периодически я его брал на плечи и проносил. Надо будет посмотреть, сколько он весит. Достойненько. Загружаем его. Собираемся. Пойду купаться. Вот прям в реку сейчас пойду, вот эту ледяную. Сейчас на улице, я не знаю, плюс 13 градусов, наверное. Пойду купаться, вот прям туда. Скупаюсь, соберемся. Все, и домой. И дома уже полностью разделаем. Займемся полностью уже разделкой всей туши. Оставлять ничего не будем, даже до косточки все заберем. Водичка. Все, отохотились, оленя уже загрузили, уже и палатку все собрали, и уже приехали вот такое на другое место, на другой кемпграунд. Здесь люди тоже кемпуют с палатками, с прицепами, и здесь есть душ. Мы заплатили деньги, $5 стоит. Поохотился, походил, потом обмылся. Очень довольный результатом этого сезона, этой охоты. Просто благодарен Богу за все. Просто все было очень классно. Да, было тяжело, но это того стоило. Это реально того стоит. Так что вот так вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем всего хорошего. Пока.